Сердце не трогайте! Болван! Галина! 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 Разрешите, я вас подвезу. Вы же подвергаетесь опасности. Я прекрасно доеду сама. Вы, очевидно, очень увлекаетесь велосипедным спортом. В меру. Вот я смотрю на вас и никак не могу определить, кто вы. Вы всегда так начинаете ваши уличные знакомства? У меня нет систем. Зато большой опыт. Может быть, вы балерина? Или вообще артистка? Маникюрша. Одна из самых красивых советских женщин середины 20 века, она стеснялась носить декольте, не любила украшения, варила украинский борщ и сама водила автомобиль. Редкость по тем временам. Была не способна к математике, но сыграла в театре Софью Ковалевскую, как говорят, одну из лучших своих ролей. Пела на экране и в жизни, любила русские романсы. Поклонники, слава, признание коллег – вот оно актерское счастье. Но личная жизнь артистки была полна трагедий, а блестящая карьера после нескольких громких ролей затухла. Загадочная смерть, проблемы с алкоголем, внезапная гибель любимого, ужасная участь сына и брак-разговоры, о котором так и остались излюбленным мотивом для прессы и слухов. Она легенда кино, а ее судьба – словно сюжет для психологической драмы. Валя родилась в Харькове 23 декабря 1917 года. По официальным данным, фактически 10 февраля 1919 она приписала себе 2 года для поступления в театральный техникум. Валя росла за кулисами местного театра и все время слышала от матери разговоры о том, что им нужно перебираться в Москву. Большая сцена и город питали амбиции родительницы. Когда девочке исполнилось 8 лет, они с матерью все-таки обустроились в столице. Здесь маленькая Валя почти сразу же дебютировала на сцене студии Малого театра на Сретенке в спектакле «Настанет время». Успех так опьянил маленькую артистку, что она буквально заболела театром. В 14 лет бросила школу и поступила в Центральный техникум театрального искусства, ныне это ГИТИС. Но учиться ей быстро наскучило. Зачем? Она и так все умеет. С 15 лет юная Половикова уже была зачислена в труппу театра рабочей молодежи. Надо отметить, Валентина органично влилась в богемную, артистическую жизнь Москвы. Благодаря своей нетипичной, совсем не советской внешности вскоре ее начинают сравнивать с Марлен Дитрих. В театре она уже претендует на главные роли. Она близко знакома с самыми известными лицами страны. И ведь счастье действительно улыбалось девушке в начале ее пути. В 1935-м состоялся ее дебют в кино «Строгий юноша». Она играла на сцене Трама, Ленкома, где к ней быстро пришел успех, а в 1939-м Серова проснулась звездой после выхода «Девушки с характером». Она! Она! Если я ушла из дома, нелегко меня найти. Я одна могу полсвета легким шагом обойти. Ни простор не пугает, ни преграды на пути. У меня такой характер, ты со мною не шути. Из хуторской девчонки Валентина превратилась в кинодиву, обладавшую особенной красотой. В ней была мощная женская притягательность, данная от природы. Такое не развить, этому не научиться. Актриса легко выскочила замуж за актера Валентина Полякова, актера Трам, и также легко развелась. В 19 лет восходящая звезда советской сцены знакомится с летчиком-испытателем Анатолием Серовым. Анатолий и Валентина, тогда еще Половикова,
Познакомились на вечеринке в 1938 году, вскоре после его возвращения с гражданской войны в Испании. Он привез пластинки с танго и пригласил ее танцевать. Валентина оробела. Он был старше, он был знаменит. Но когда он взял меня за руку, я вдруг почувствовала, что отрываюсь от земли и лечу. Было какое-то странное чувство восторга и растворения, расскажет она потом дочери. Сначала я и глаз не могла поднять, а потом посмотрела на него и поняла – пропала. Танцевал он потрясающе. Хоть я и была профессиональной актрисой, но так не могла. Он был простым уральским парнем, светловолосым, светлоглазым, с полными щеками. Он всю жизнь боролся с полнотой, чему сильно мешала любовь к русской еде. Рассказывают, ему даже Ворошилов как-то сказал: «Не люблю толстых командиров. Смотри, не налегай на пельмени». В деле он был жестким. Но когда разбился Валерий Чкалов, рыдал как ребенок. Он говорил: «Умей моментально решить задачу, и победа за тобой». И решение о свадьбе он принял также моментально. Он прозвал ее Лапоруска, в честь пролива Лаперуза, над которым он летал. А на следующий вечер помчался смотреть ее спектакль. Она тогда играла в центральном траме, ныне Ленком. Он сделал ей предложение почти сразу, и они поженились через неделю после знакомства. Валя была для Анатолия его Лапоруской, варежкой, лапой. Летчик-испытатель, пролетевший пролив Лаперуза, и любимую величал в честь своего главного подвига. Хотя смелых поступков в их короткой семейной жизни и без этого было более достаточно. Однажды он подговорил истребителей своей эскадрильи начертить на небе слова «Люблю, Валя, Лапа». В другой раз сбежал из санатория в Крыму в Москву к своей молодой жене. Просто очень сильно соскучился. Они прожили вместе счастливый год. А потом Анатолий Серов разбился, выполняя учебный полет с летчицей Полиной Осипенко. Их похоронили у Кремля, и урны с прахом помогал нести лично товарищ Сталин. Валентина тогда была беременна. Их малыш появился на свет в сентябре. Мальчика так рано овдовевшая красавица назвала в честь его погибшего отца – Толей. Серов был невероятно популярным среди летного состава. Летчик-ас. Он умело и охотно передавал свой опыт товарищам, а его воздушные бои вошли в учебники. И вот с таким мужественным, добрым, открытым и щедрым на любовь человеком Валентина испытала настоящее счастье. Побывала на самой вершине. Герою-летчику после свадьбы дали 5-комнатную квартиру. Валентине было где жить с сыном. Валя ходила по огромным комнатам и трогала стены, не веря своему счастью. Серова уже завоевала популярность у зрителей. Она не бедствовала в быту, и у нее была любимая профессия. Но смерть мужа надломила ее морально. Ей было невыносимо тяжело без мужской поддержки. Валентина оставила фамилию Серова. Ей приписывали роман с Константином Рокоссовским, тема многочисленных спекуляций и фантазий. Ее талантом восхищался Иосиф Сталин. Но в Советском Союзе прежде всего говорили о других ее отношениях с драматургом и поэтом Константином Симоновым. Последний отчаянно добивался взаимности. 25-летний сердцеед бросил вторую супругу, недавно родившую от него сына. Ходил с цветами на спектакле Серовой и посвящал новой музе стихи. Ей написал «Жди меня, и я вернусь» в 1941 году. Культовое произведение. Вошло в сборник Симонова «С тобой и без тебя». Им зачитывались в годы Второй мировой. А ведь тогда поэт, уехавший на фронт военкором, и популярная актриса даже не были расписаны. Позже поэт напишет: «Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу. И я написал ей письмо в стихах». Оно действительно было очень личным и очень откровенным. Настолько, что ему не сразу нашлось место в советских газетах. Это было стихотворение и молитва, совсем не соответствующие идеологии. Но потом, когда его стали переписывать и заучивать наизусть, его опубликовала газета «Правда». Стихи Симонова того времени – это заклинание: «Остаться со мной, люби меня, жди». «Ты упадешь ко мне в земные руки», – писал он. Она упала. Но счастья им это не принесло. Тут надо отметить, что его ангел,
Его муза, его Валенька, не планировала хранить ему верность и быть его единственной. Знал ли Симонов о других почитателях голливудской красоты Серовой? Знал. Страдал ли он от того, что был не единственным? Да. Но ради того, чтобы любимая была с ним, готов был закрыть глаза на других. Серова еще не знает, что судьба приготовила ей новую любовь. Ею станет сам Константин Рокоссовский. Молодую красавицу он увидит во время концерта в московском госпитале, где в это время приходил в себя после осколочного ранения. Маршал вскружил голову артистки. Когда Симонов между командировками на фронт приехал в Москву, та, которая умела ждать, как никто другой, честно призналась ему, что влюбилась в другого. Что на самом деле произошло в этом треугольнике, никто никогда уже не узнает. Серова выступала перед пациентами госпиталя, когда там лежал раненый Рокоссовский. Это было весной 1942-го, ему уже исполнилось 46, он был женат и очень красив. Говорят, Валентина без памяти влюбилась в будущего маршала Советского Союза, репрессированного, реабилитированного и обласканного. По слухам, их отношения продолжались и после войны. Актриса Инна Макарова говорила, будто Серова даже заключала пари с товарищами по сцене, что ровно в 5 часов, минута в минуту, под ее окнами остановится правительственный ЗИМ, из него выйдет военный, который в течение нескольких минут простоит под ее окнами по стойке смирно. И военный действительно приезжал и смотрел на ее окна долгим печальным взглядом. Рассказывают еще, что из-за этого романа Рокоссовского отправили служить в Польшу. Было ли что-то из этого правдой? Ариадна Рокоссовская, правнучка маршала, говорит, что он хоть и считался красавцем, но с женщинами был скромен и нерешителен. И даже со своей единственной женой познакомился только благодаря другу. Хотя фронтовая любовь у него все же была. Но не московская актриса, утверждает Рокоссовская, а военврач, служившая в госпитале при штабе фронта и родившая ему дочь в конце войны. Мария Симонова, дочь Серовой, тоже к рассказам об этом романе относится скептически. Известно лишь, что актриса и маршал как-то вместе были в Большом театре, что и породило дальнейшие слухи. Даже если этот роман и случился на самом деле, он не помешал Серовой и Симонову пожениться. После свадьбы на любимой у драматурга будто выросли крылья, он начинает делать стремительную карьеру. Редактор журнала «Новый мир», секретарь правления Союза писателей, лауреат Сталинской премии, депутат Верховного Совета СССР. Он много бывает за рубежом, приобретает вальяжность, собственное мнение и политический авторитет. С виду складно живет и его супруга. Спектакли и фильмы по его пьесам, в которых она играла главные роли. Одной из самых известных стала роль Лизы в ленте «Жди меня». За несколько месяцев до конца войны в прокат вышла одна из лучших картин актрисы «Сердца о четырех», которую только в 1945 году посмотрели почти 20 миллионов человек. Ну хорошо, я вам помогу. Скажите, мой приезд сюда устроен вами? Да. Я так и знала. Галина Сергеевна, я должен вам сказать всю правду. Дело в том, что знакомством с вами я обязан Шуре. Вы пригласили меня, чтобы сказать мне только это? Видите ли, я вас не приглашал. Ах, вот как? Интересно, чего он сейчас ей говорит, а? Я вас люблю. Значит, записка предназначалась не мне, а Шурке? Да. А сестра, которая является препятствием, это я. Да, но это надо понимать в другом смысле, Галина Сергеевна. А в каком смысле нужно понимать те цветы? Помните? Или они тоже предназначались не мне, а Шуре? К сожалению, не вам. Передайте мне мою шляпу.
Гребите к берегу. Гребите быстрей. Скорее же. В 1946 году Серова получает звание заслуженной артистки РСФСР. Ей присуждают сталинскую премию за главную роль в картине «Глинка». В 1948 году она великолепно играет Софью Ковалевскую в спектакле «Цель жизни». Однако, все чаще Серова ловит себе на мысли, что дома она одна, ни с кем и словом перемолвится. Зато вокруг масса бутылок с заграничными этикетками. Они искрашивают досуг советской Марлен Дитрих. Тоска одиночества, проблемный сын, чем можно заполнить эту черную дыру в душе? Серова ищет выход и находит. Она рожает дочь. И вот ведь усмешка судьбы. Малышка родилась 11 мая, в день свадьбы Валентины и Анатолия Серова и в день его гибели. А еще любимый мужчина не сошелся с ее сыном. Толю отправили в интернат. Жизнь его была горькой. Трудовая колония «Спиртное». Он умер в 35 лет. После выхода из декрета Валентина поступает в труппу Малого театра, где ее встречают в штыки. Это дает новый импульс для запоя артистки, и после срыва очередного спектакля ее выгоняют из труппы. Дальше театр Моссовета, попытки закодироваться, блистательная красота Серовой тускнеет, как старое серебро. Симонов какое-то время боролся за жену, заставлял лечиться, хлопотал за нее перед начальством. Увы, алкоголизм победил. На смену ослепительной красоты Серовой, когда-то так поразившая Симонова, пришли опухшее лицо и лишний вес. Это была уже не прежняя блистательная Валечка. Но Симонов еще хочет сохранить в себе светлую память о той красоте. В это время он пишет стихи своей жене. «Будь хоть бедой в моей судьбе. Но кто бы нас не судил. Я сам пожизненно к тебе. Себя приговорил». Но с каждым днем Валечка становится все более неуправляемой. Трудно сказать, что стало главной причиной разлада в знаменитой паре. Пьянство актрисы, приписываемые ей романы, просто угасшие чувства. Симонов писал: «Я просто разлюбил тебя». Он стал ей изменять и однажды сказал жене друга: «Я слишком сильно любил ее раньше и слишком мало люблю сейчас». Устав от запоев супруги, в 1956 году Симонов ушел к вдове своего фронтового друга, Семена Гудзенко, Ларисе. А в начале 1957-го развелся с Серовой. Это стало для нее началом конца. Симонов убрал посвящение Серовой из сборника «С тобой или без тебя». Только на «Жди меня» остались инициалы Серовой. Он больше не писал стихов о любви и даже на выступлениях той своей лирики, откровенной и страстной, не читал. Дочери он объяснил это так: «Не хочу, чтобы после моей смерти чужие руки копались в этом. Прости меня, девочка, но то, что было у меня с твоей матерью, было самым большим счастьем в моей жизни и самым большим горем». Я послала тебе письмо. Ты мне ответишь, да? Ну, ответь же мне хоть что-нибудь. Хоть раз. Ну, а то я сойду с ума. Слышишь? Я сойду с ума. Я не могу больше выдумывать все слова за тебя. Ну, скажи же хоть одно слово, ты сам. После развода их общую дочь у Валентины забрали. Машу, родившуюся ровно через 11 лет после смерти Анатолия Серова, 11 мая 1950-го, воспитывала бабушка Клавдия Половикова, мать артистки. И она не хотела, чтобы Валентина общалась с девочкой. Вернуть ребенка актриса смогла только через суд, доказала, что изменилась и бросила пить. После развода Симонов разменял их шикарную квартиру, и Серова оказалась в коммуналке. Сюда вернулся из исправительной школы ее сын от первого брака Толя. Анатолий пил, сидел, выходил и снова хватался за рюмку. Серова время от времени оказывалась в наркологии. Выходила и снова срывалась. Со сберкнижки ей теперь позволялось снимать лишь небольшую сумму денег. Этого добились через суд родственники.
С трудом ей удалось пристроиться в областной Ногинский драматический театр. Частенько она выходила на сцену пьяной, чем удовлетворяла любопытство театралов, приезжавших специально поглазеть на пьяную Валентину. В 1960 году она решает начать новую жизнь, кодируется, поступает в труппу театра Ленинского комсомола. Но, увы, от прежней блистательной Серовой, секс-символа 40-х годов, осталась лишь жалкая тень. Каждый ее выход на сцену сопровождался нарастающим шепотом из зрительного зала. Неужели это Серова? Не может быть. В 1965 году Серова делает последнюю попытку взять себя в руки и поступает в театр-студию киноактера. И снова, увы. В 1966 году умирает отец Валентины, и Серова уходит в длительный запой. В 1968 новый удар, умер Рокоссовский. Опять запой. В июне 1975 года умирает ее сын Анатолий. На похороны сына Серова не пришла. Незадолго до смерти Анатолий попытался восстановить отношения с матерью. Пришел к ней с огромным букетом цветов. Но его даже на порог не пустил очередной собутыльник актрисы. Она умерла в 1975 году. Упала на пол в своей квартире, разбив лицо. Ее квартира была разграблена. На лице гематома, то ли упала, то ли ударили. Экспертиза установила время смерти – ночь с 11 на 12 декабря 1975 года. Остальные обстоятельства так и остались тайной, опутанной домыслами. Уголовное дело заводить не стали, хотя очевидно было, что женщину забили насмерть. Симонов на похороны Серовой не приехал. Прислал цветы, 58 роз. Столько было артистки по паспорту, когда она умерла. А в действительности на 2 года меньше. Симонов скончался через 4 года после того, как не стало Серовой. Он сжег письма, что Валентина сохранила, поэт отправлял их с фронта. Их общая дочь Мария успела сделать копии некоторых посланий. Читать эти письма неловко, они полны желания и надежды. Это свидетельство любви, которая не стала вечной, но поразила сердца многочисленных поклонников Серовой. Коль ей грустно, ты сразу поймешь, приласкай за меня, обними, понапрасну ее не тревожь, только в сердце мельком загляни. Я и сам бы с тобою слетал, да с рассветом мне в бой уходи.